Друзья, всех приветствую. Хотел бы сегодня в данном видео разобрать монетку Algo. Разбор будет глобальный, сразу говорю, не для трейдеров и скальперов. Поехали. Свой анализ хотел начать с того, что хотел продемонстрировать количество китов на данной монете. После листинга на биржу количество китов было в районе 20. После бычий рынок практически до $2. Китов практически не осталось на данной монете, но на медвежьем рынке мы снова подошли к району 20 китов, но сейчас их количество сложилось вдвое. Затем я хотел рассмотреть график количества инвесторов на тот или иной момент. Сразу бросается в глаза этот гигантский рост, и он связан с тем, что курс пробил свой локальный хай. Также я подметил стрелками на этом же графике локальные лои и хаи, а также актуальные на тот момент курсы. Хочу сразу подметить, что данный график количества инвесторов я бы не советовал использовать как индикатор для покупки или продажи, потому что мы видим на графике? Мы видим на графике немножко несоответствие для того, чтобы использовать его как индикатор или вспомогательный сигнал. Следующий на очереди у нас график количества адресов холдеров. Я также обозначил стрелками и подписал на тот момент актуальный курс монеты. Этот график дает нам понять, что холдеры в прошлом бычьем цикле не очень удачно откупили дно, но также хочу обратить ваше внимание, что холдеры откупали все падение вплоть от $1,4 и продолжают откупать это падение. На этом графике сумма всех балансов холдеров. На этом графике можно выделить два вертикальных роста. Сопоставив даты с графиком курса монеты, можно визуально убедиться, что в данный момент рынок дает возможность закупиться ниже, чем большинство холдеров. Обычный график с реализуемым профитом. Но обратите внимание на практически вертикальное падение на 95% всех адресов. Переходим на график и видим, что эта зона чуть ниже пика бычьего рынка. Соответственно, эти 95% участников рынка закупились в этой зоне. Рассмотрим количество кошельков с балансом более 100 тысяч монет. Обратите внимание, что за всю историю монеты количество кошельков только растет. При подробном рассмотрении последнего глобального движения их количество выросло с 1170 до 3120. Аналогичные показатели роста у держателей S более 10 тысяч монет. И у держателей S более 1000 монет. Активного предложения за первый год показывает отметки более 80 и 90%, что указывает на ликвидность актива. Сейчас отметки колеблются в районе 86%. Более интересный график, на мой взгляд, является кошельки с данным активом на сумму более 10 миллионов долларов. С первого взгляда нет ничего интересного. Но обратите внимание на последнее движение количества кошельков. Рост составил с 5 до 60. Обратите внимание, что при начале бычьего рынка курс пробил этот уровень P и взлетел до уровня R4. На сегодня ситуация повторяется, мы пробили уровень P. Затем уход до уровня R4. С помощью так называемого якоря посмотрим с вами средневзвешенную по объему цену. Поставлю на дне рынка и на его вершине. Уровни якорей совпадают с уровнями R4 и R5. Также нужно обратить внимание, что после достижения уровня R4 произошло падение ниже R2. Этот индикатор состоит из сетки средних скользящих. Хочу вам показать, что, как и в прошлом примере, при первом сигнале бычьего рынка стоит обращать как минимум на это внимание. Индикатор VMC Cypher. Видим, что дивергенция на пике рынка отработала. Уход в медвежий рынок. Обратите внимание, что красная зона закругляется. Плюс 2 дивергенции. Простой, но наглядный индикатор. Аккумуляция, дистрибуция и снова аккумуляция. Сейчас как раз мы находимся в зоне аккумуляции.
Нахождение в зоне аккумуляция в большинстве случаев благоприятное место для набора актива на спот. По индикатору Пифагор MFI курс вышел из зоны покупок, но он также остался в этом ценовом диапазоне. В основе индикатора лежит RSI, а работает по принципу среднего значения максимумов и минимумов. Простой, но надежный индикатор. Сразу хочу сказать, что он не всегда указывает на вершину или дно рынка.